Всем привет! Очередная покупка и снова в минском интернет-магазине SocketBuy, так как эта карта продается дешевле, чем в других магазинах. А точнее, со скидкой, вот по такой дисконтной карте. Эта карта, карта, да, вышла мне в 58 рублей, 7 копеек белорусских, что значит 27 долларов 43 цента американских. Если мы обратимся к зарубежным интернет-площадкам, интернет-магазинам, то в принципе я нашел ее только на eBay, и цена ее тут значительно выше. С доставкой с Германии, Британии вообще 51,94. Поэтому покупайте дома. Я уже дважды приобретал карты этого бренда у китайских ритейлеров. У меня в пользовании уже 3 года карта microSD Transcend Premium 300 крат емкостью 32 гигабайта, класс 10, U1 интерфейс UHS 1, которую я приобрел на eBay за 17 долларов 3 цента. И уже 2 года в пользовании подобная карта, но более скоростная, Transcend Premium 400 крат емкостью 32 гигабайта, класс 10, U1 интерфейс UHS 1, которую я приобрел уже на AliExpress. За 10 долларов 80 центов была какая-то распродажа. Обе карты надежные, использую в смартфонах. Одну из них в настоящее время использую с Bluetooth колонкой. За все время никаких проблем с ним не было, в отличие от карт памяти других известных брендов. Сегодня же я приобрел скоростную карту памяти для моей новой экшн-камеры Sony FDR-X3000R. Основное назначение данной карты памяти – использование именно в смартфонах, оснащенных видеокамерами с поддержкой записи разрешением 4K. Ее емкость 128 гигабайт, класс записи U3, класс видеозаписи V30. Эти два параметра важны при использовании именно в экшен и обычных видеокамерах, так как они характеризуют высокий показатель последовательной скорости записи. Поддерживается скорость чтения до 95 мегабайт в секунду и скорость записи до 45 мегабайт в секунду. Класс случайной записи чтения А1. Этот параметр важен именно для мобильных устройств. Для видеокамер он не является приоритетным. Таким образом, это не самая шустрая карта памяти в линейке данного бренда, то есть 95 чтение, 45 запись. Но зато эта карта доступна по цене. В ней использован 3D NAND тип флеш-памяти, позволяющий увеличить объем памяти за счет трехмерной структуры чипа. Гарантированное число циклов записи и удаления 10 тысяч, ну и 5 лет гарантии от изготовителя. Поставляется в такой вот картонке в небольшой блистерной коробочке вместе с SD-адаптером. Распакуем и ознакомимся поближе. Ну, конечно же, потом последуют всякие тесты. С внешней стороны карта имеет такой вот серебристый принт. С обратной стороны отмечено, что изготовлена она в Тайване. В ходе тестов карта памяти не выдала ошибок и доступный объем более 123 гигабайт. Для наглядности результата моего выбора в пользу данной карты памяти продемонстрирую скоростные параметры имеющихся у меня microSD карт данного бренда. В настоящий момент вы можете ознакомиться со скрином, где представлены карты памяти Transcend Premium 300X, 400X и 300S. Для тестов использовался USB 3.0 картридер Ugreen Article 40752. Производилась запись файлов объемом 1 гигабайт. Реальное значение последовательных чтений и записи 91 на 50 мегабайт в секунду новой microSD карты. Близки к заявленным производителям, соответственно 95 на 45 мегабайт в секунду. Высокие нижние значения характеризуют ее как карточку для работы с различными программами. Она шустрее карты памяти Premium 400X и еще более быстрее карты Transcend Premium 300X. На официальном сайте изготовителя Transcend.info.com можно ознакомиться с техническими характеристиками этой карты. И хоть данную карту рекомендовано использовать именно с мобильными устройствами, но в принципе здесь такие параметры, что она вполне сойдет для записи видеороликов с экшн-камерой. То есть есть защита и влагозащита на глубине до 1 метра, и температурный диапазон от минус 25 до 85 градусов Цельсия, защита от статического электричества, рентгеновского излучения и ударопрочность. Поэтому ссылка в описании, карточку рекомендую. Ну и на этом скрине я представлю вам сравнение
с другими брендами. Это чисто китайский NetAC Pro и Samsung EVO. Но в принципе эти обе карточки я также приобретал у китайских ритейлеров. Конечно же, они в принципе тоже пойдут для записи видео в 4К с высоким битрейтом. Но вот Samsung EVO как бы ближе к Transcend, вновь приобретенному, но по каким-то параметрам все-таки уступает. Хотя последовательная скорость записи и чтения у него достаточно высокие. Даже вот запись превышает скорость записи Transcend. Но здесь я сделал все-таки упор на надежность данного бренда. Ну, повторюсь еще, что именно Transcend у меня уже используется долгие годы. Это и какие-то флеш-память, и другие носители, также фоторамка. Все работает многие-многие годы, наверное, десятки лет. И бренд очень надежный. Поэтому рекомендую присмотреться именно к нему. Но сейчас я предлагаю проверить, какая же из этих карт памяти подойдет для съемок 4К с высоким битрейтом. Для этого включу камеру. В настройках выставлю высокий битрейт и запись именно 4К видео. Разрешение 2160 4К, 25 кадров в секунду и битрейт 100 мегабит в секунду. В настоящий момент мне доступны 3 карточки. Samsung. На Samsung я сейчас записываю этот видеоролик. И в принципе, почему я хочу продемонстрировать именно 3 карточки? Ну, чтобы показать, что камера сама определяет, какая карточка ей годна в использовании. Если я попытаюсь использовать вот данную карточку Transcend 300X. Вот здесь такое предупреждение. Сейчас она просчитает все-таки время. Но если я запущу запись, это предупреждение снова появится на экране. Попробуем использовать чисто китайский этот бренд NetAC Pro на 64 гигабайта. По идее, эта карточка должна справиться с этим битрейтом. Так и есть, камера оповестила, что карточка годна, и ее объем 64 гигабайта хватит для записи видео в течение 1 часа 21 минуты. Запускаю запись. Начался отсчет времени. Светодиоды записи сигнализируют, что запись есть. Ну и наконец использую новую свою карточку, которую я специально приобретал для этой камеры. Это Transcend на 128 гигабайт. В принципе, время записи должно увеличиться где-то в 2 раза. Так, время записи доступно 2 часа 41 минута. Также начался отсчет времени записи. Запись возможна таким высоким битрейтом. То есть эта карточка годна. Если же выбрать Full HD разрешение, кодек MPEG-4 50 кадров в секунду, то объем данной карточки 128 гигабайт доступен для записи видео в течение 11 часов. Ну, 2 минуты. Но я с вами прощаюсь на этом. Всем удачи, пока, до встречи в новых видеороликах. А с вас попрошу только лайки и подписку на канал.